Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Давайте о хорошем. Вот выложил вчерашний прямой эфир. Можете его посмотреть. Там, если какие вопросы есть, обсуждайте, задавайте. Либо на YouTube, либо здесь, в Телеграме. Вот есть специальный здесь раздел комментирования. Можете комментировать. Пожалуйста, не надо никакие группы WhatsApp создавать и к ним присоединяться. Потому что, нередко, я, конечно, не знаю, может быть, тот человек, который вот предложил создать группу WhatsApp, он преследовал какие-то позитивные моменты, но в целом, то есть такая ситуация может быть чревата тем, что будут куда-то людей загонять под предлогом создания каких-либо групп. Есть обсуждение в YouTube, есть обсуждение в Телеграме. Пожалуйста, давайте здесь обсуждать. Никаким группам там присоединяться не надо. Так, это то, что касается эфира. Дальше, смотрите. По волшебному физику. Волшебный физик, похоже, вылетел в трубу. Судя по позициям, его отмаржин-колли. И все. И таким образом, нельзя бесконечно играть. То есть в прошлом году он 2 или 3 раза таким образом поступал. А в этом году такая фишка не прошла. Так, вот отчет ОПЕКа меня просили апрельский выложить, я его выложил. Обращаю внимание, что вчера поднимался вопрос относительно введения квот нефтедобытчикам в Техасе. Обсуждение этого вопроса было перенесено на начало мая. 10 мая экстренное собрание ОПЕК. Но мне кажется, до 10 мая это долго, они будут собираться раньше с учетом того, как все это происходит. Далее, вы видите, что возникла новая реальность цен на нефть. То есть они вышли за диапазон проторговки и пошли на 15,5. Здесь, в общем-то, секрета нету. Чикагская товарная биржа Chicago Merchant Exchange такой документ опубликовала, в котором учитывается специфика работы с отрицательными ценами на некоторые активы. Но это как бы говорит о том, что они готовы к тому, что новая реальность возникла. И что действительно новая реальность, она возникла. Так, вот я оперативно данные по ценам опубликовал. Так, вчера заседал американский сенат по поводу принятия новых мер. Там, если не ошибаюсь, речь шла, по-моему, об очередных 2 триллионах. Вот приняли 480 миллиардов. Все равно как бы это не очень сильно исправило ситуацию, поэтому вчера рынок отпадал. Еще раз обращаю ваше внимание, что есть вот такой вот канал, называется Ninja Beginner. Вот его название, оно есть в шапке на YouTube канале. Не обязательно на него подписываться, просто имейте в виду, что здесь может выкладываться информация, которая связана с работой, с какими-то моментами, какие-то источники, которые необходимы, важны. Информация периодически, но не очень часто обновляется, поэтому, в общем-то, подписываться на этот канал совершенно не обязательно. Можете просто периодически заглядывать и смотреть, что здесь есть. К вопросу о том, что новые участники, которые приходят на канал, они спрашивают, на YouTube канал, они спрашивают, где посмотреть там настройки, технический анализ, то есть где смотрится, какие ресурсы, какие настройки. Вот все это здесь есть. Вот, пожалуйста, вот этот сайт, этот канал открывайте, смотрите, здесь вся эта информация, она уже в наличии. Так, вот как и следовало ожидать, что текущая ситуация, она приведет к массовым банкротствам в нефтегазовом секторе США. Я думаю, не только США. Тут как бы весь нефтегазовый сектор, он при таких ценах полетит в трубу всего мира. Goldman Sachs, который достаточно часто дает более или менее адекватные прогнозы, утверждает, что текущая ситуация с ценами на нефть, она быстро не закончится. То есть такая ситуация с низкими ценами на нефть, она может какое-то время продержаться. Но какое время она продержится? Она продержится такое время, пока не уйдут с рынка избыточные мощности по производству нефти, не придет в соответствие спрос и предложение, и тот избыток, который есть, он не абсорбируется рынком. Опять же, сколько продлится это по времени, сейчас сказать сложно. Почему сложно сказать? Во-первых, непонятно, как будет Америка и Европа выходить с карантина, то есть как будет происходить восстановление. Потому что восстановление, оно напрямую связано с потреблением нефти и его ростом.
Следующий момент. По Китаю там есть основания полагать, что то, что заявляют китайцы, позитивная статистика, на самом деле не такая она позитивная. И что восстановление, оно не идет столь бодро по Китаю. Это связано с тем, что низкий потребительский спрос. И спрос восстанавливается очень слабо. И как следствие этого вполне возможно, что спрос на нефть будет восстанавливаться значительно меньше, в значительно меньшей степени, чем это предполагалось. Если действительно такая ситуация сохранится и производители нефти не пойдут на значительное снижение, то текущая реальность, она вполне может вот при таких ценах на нефть и даже в районе $10 за баррель успешно существовать какое-то время. Ну, я не думаю, что в любом случае такая ситуация, она затянется более чем на полгода, даже, наверное, быстрее она разрешится и цены на нефть будут расти. Но цены на нефть будут расти, но количество добываемой нефти, оно сократится. Компании, которые добывают нефть, часть обанкротится. Это вызовет негативный эффект и коллапс. Помимо этого, поступление в российский бюджет значительно снизится, потому что значительно низкие цены на нефть, и объем поступаемой нефти, он снизится. Таким образом, текущая ситуация, она пришла не только на начало правления Владимира Путина, а вообще на начало 90-х годов, когда вот этот вот коллапс в Советском Союзе начался. То есть сейчас ситуация, она становится турбулентной и непредсказуемой. Так, ну вот пошли сейчас все чаще и чаще такие утверждения или рассуждения о том, что Китай ведет новую войну против США, что и вот эта пандемия и ряд других обстоятельств указывает на то, что Китай сейчас начал активное противодействие Соединенным Штатам, и в принципе это противодействие, оно может привести их к так называемым горячим военным столкновениям в самом ближайшем будущем. Ну, что я здесь могу сказать? Если мы почитаем историю, как возникла Вторая мировая война, потому что весь мир лежал в руинах после кризиса, и вот именно эта ситуация, она привела к тому, что начали возникать различные военные альянсы, различные идеологии, и это привело к столкновениям. Ну, я надеюсь, сейчас такого не произойдет в силу развитости мира, общества, наличия новых технологий, они будут препятствовать и противодействовать вот этим всевозможным восстановлениям военных блоков и различных направлений. Вот. Но тем не менее, то есть в последнее время очень упорно идут инсинуации насчет того, что Китай развязал войну против США и надо этому активно противодействовать. Ну, а такое противодействие, оно может привести к краху мировой экономики и уже реальной мировой войне. Так, друзья, ну и вот, в общем-то, по сути, получается, массовые банкротства в нефтяной сфере, они на текущий момент не остановили, не останавливают падение цен. Таким образом, мы приходим к следующему заключению, что восстановление из нынешнего кризиса, оно не будет никаким образом V-образным. То есть это будет либо L-образное восстановление, либо движение W-образное. То есть когда два дна. И в последнее время увеличивается вероятность даже не W-образного восстановления и протекания кризиса, а L-образного. То есть когда упали и все, и на дне все стоит. Но текущая ситуация указывает на то, что не исключено, что не только майские контракты, которые ушли, но июньские контракты, они тоже могут уйти в отрицательную область, ну и со всеми вытекающими последствиями. Но здесь, опять же, не надо винить в этом фьючерсы. Фьючерсы – это один из инструментов. Реально проблема заключается в несоответствии спроса и предложения. И вот фундаментальная причина, она и толкает рынок к подобным вещам. Но вот американские нефтяники лоббируют дополнительно различные меры по спасению действующего нефтяного производства в США. Но судя по тому, какой есть перекос в сторону потребления нефти и спроса, подобное движение оно может привести к тому, что еще только усилится падение цен на нефть и нефтяной промышленности. Пока вот
все дорогие участники рынка, у которых дорогостоящее производство, а это в первую очередь сланец, их не сметет, никакого паритета и роста цен, скорее всего, не произойдет. Так, ну вот еще одна статья о том, что нефтяной рынок, хранилище подходит к концу, а производство, потребление бензина так и не начало расти. То есть ситуация, она патовая в США. Но на фоне текущей ситуации печатания денег пошли разговоры о том, что золото пойдет к 3000 и далее. Ну, такая ситуация возможна, но я думаю, она будет синицирована чуть позже. Сейчас золоту надо немного скорректироваться, набраться пороху. И не исключено, что при росте дополнительных финансовых стимулов со стороны центробанков и правительств вполне в ближайшем обозримом будущем нескольких месяцев такое движение оно может быть реализовано. Ну и в США начались сложности с выдачей грин-карт. То есть те, кто планировали приезжать в Америку или переоформлять там грин-карту, они сейчас имеют достаточно много сложностей с решением этого вопроса. Так, ну на текущий момент S&P Futures снижается. Но по часовику мы видим, что здесь рост растерян, который происходил. И сейчас вот немножко еще осталось ему пробить 2720-2710. И вернется он в эту проторговку, которая в диапазоне 2670-2630. А дальше уже как бы, если сюда вернется, скорее всего, снижение оно продолжится и уже более энергично. После того, как будет пробито 2665. Что касается цен на нефть Brent. Вот смотрите, вчера рассматривали в прямом эфире. Есть некое критическое значение 16,36. Вот если закрепляется ниже этого значения в текущем месяце или хотя бы неделе, то это будет говорить о том, что возникла новая реальность по нефти. И эта новая реальность, она сейчас будет пока в районе $15,5 за баррель Брента. Но в ближайшем будущем такая реальность, она может привести к следующему этапу движения. Вот сюда, вот в этот диапазон, в районе, где цель уже движения будет $9 за баррель. Ну, конечно, сейчас кажется, что такое движение, оно маловероятно. Хотя бы потому, что у саудитов себестоимость производства $10-11 за баррель. Но тем не менее, с учетом того, что на рынке имеется очень большой навес из нефти, которая никому не нужна, то здесь как бы вполне возможно движение, по крайней мере, краткосрочно и к нулю. Так что мы находимся в новой реальности по нефти. Увы и ах. Но, тем не менее, ситуация она такова. Никто не смог предотвратить из правительств, из людей, стоящих у власти, создание вот этого избытка нефти и приведение в соответствие спроса и предложения. И мы получили вот такой вот полнейший раздрай. Ну, друзья, ситуация на контроле держим, предпринимаем необходимые меры, анализируем. Спасибо за внимание. Все, до свидания.